Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами изучим несколько базовых стоек и постараемся разобрать и понять принцип работы с центром тяжести, который лежит в большинстве техник, ударных техник Сёрензе Кэмпа. Прежде чем приступить, не забываем выполнить разминку, например, используя тот комплекс разминки, который я показал в предыдущем видео. Я уже размялся, поэтому давайте приступим. Первая базовая стойка – кэссу камая. Пяточки вместе, носочки врозь. Большой пальчик левой и правой руки скрещены, правая ручка, левая рукоять сверху. Все это лежит примерно на уровне чуть ниже пупка, в центре тяжести человека. Данная стойка служит в моменты ожидания, в моменты объяснения, в строю и так далее. Интересное замечание по поводу того, как должны быть расположены руки. Они не просто одна накрывает другую, большие пальчики именно скрещены. Это нужно для того, чтобы в случае того, как вас могут дернуть за руку в сторону, рука не вышла сюда и вас дисбалансировали сразу же, а вы имели некий запас прочности в этом положении и могли реагировать сразу на это каким-то движением. И второй важный смысл этой стойки, философский подтекст, философский смысл в этом, поскольку большинство людей правши, и правая рука является такой ключевой ведущей, в этом положении она как бы скрыта за левой рукой. То есть такое положение, как меч в ножнах, символизирует наши миролюбивые намерения о том, что мы не с агрессией идем, а с миролюбивыми намерениями. Следующее положение – гассорей камая. Положение сложенных перед лицом ладоней. В Сёрензе Кэмпа, в отличие от большинства традиционных японских единоборств, отсутствуют поклоны. Считается, что все занимающиеся кэнси равны друг перед другом. И поэтому высказывание уважения, слов благодарности, извинения и любых обращений в почтительности высказывается именно таким жестом – гассорей камая. История этого жеста очень древняя, богатая, он применялся во многих культурах, как на Востоке, так и на Западе. Поэтому смысл его именно в Сёрензе Кэмпа можно отразить таким одним из основополагающих философских принципов Сёрензе, как половину счастья возьми себе, половину отдай другим. И таким образом, деля ладонями лицо на две равные части, мы как раз говорим именно об этом. Чуть более подробно об этом положении. Как правило, в это положение выходит из положения кэссу камая, когда вам что-то объясняют или слушают при входе в додзе, при выходе из додзе. При этом плечи расслаблены, локти чуть приспущены, ручки, ладошки свободно, пальчики не сведены вместе, не разведены специально, находятся в естественном положении. Пальцы поднимаются не выше уровня глаз, так чтобы не закрывать себе обзор. Расстояние между ладонью и лицом примерно кулак. Вот таким образом. Локти не надо задирать, локти находятся в естественном положении. В этом положении ладошки чуть поддавливают друг на друга, образуя таким образом достаточно жесткую рамку и прикрывая центральную линию. В случае неожиданного нападения вы уже прикрываете свое лицо и центральную линию здесь. То есть при надавливании вот сюда руки не должны проваливаться. Должна быть некая упругость, жесткость в этом положении. И выход обратно в кэссу камая. Следующее, основное такое базовое учебное положение, в котором отрабатывается одиночная техника, это кайсоку чудан камая. Выход в это положение из кэссу камая осуществляется отходом в сторону левой ноги на ширину плеч. Стопы разворачиваются таким образом, чтобы мизинцы были параллельны друг другу, направлены вперед. Таз поджат, коленочки согнуты таким образом, чуть-чуть присогнуты, так чтобы через кончик колена, в конце колена вы видели кончики большого пальца стопы. В этом положении очень важно расположение центра тяжести. Смотрите, если мы стоим с вами ровно, центр тяжести у нас расположен посередине между ног, на линии, соединяющей середину стоп. Нам же необходимо чуть вывести центр тяжести вперед, до линии, примерно напротив суставов больших пальцев, вот сюда. При этом положении пяточки, они едва касаются пола. Основной вес расположен на основании подушечек большого указательного пальца, основании пальцев ног. Такое упругое, динамичное положение, несмотря на свою статичность, оно достаточно упругое. Аналогичное положение вы, наверное, могли наблюдать на себе в процессе занятия подвижными и спортивными играми, такие как баскетбол, вышибал и так далее. Если вы будете стоять в это время на пяточках, вы не сможете резко среагировать в сторону. Поэтому вам необходима некая подвижность, чтобы можно было резко менять направление. То же самое, когда прыгаем в скакалочку. Используем те же самые места ног.
Поэтому важно еще раз положение ширина плеч, мизинчики параллельны друг другу, вес смещен на носочки. Когда мы делаем смещение веса вперед, ручки в свободном положении висят, они чуть свисают вперед. Чуть свисают вперед. Согнув локти, мы получаем, что локти ложатся как раз на ребра, закрывая их. Плечи расслаблены. Коленочки согнуты, плечи расслаблены. Кулачки собраны, сжаты. Локти плотно на туловище. Мы их чувствуем. Кулачки направлены примерно в подбородок стоящего напротив партнера. Если вы работаете с отражением в зеркале, то примерно подбородок вашего отражения в зеркале. Вот в такое положение. Обратный выход. Также левая нога подходит к Кеш-Шикамай. Не забываем, что выход в стоечку сопровождается с коротким резким выдохом с киай. Но выдох сделать необходимо. Давайте вместе выполним несколько раз выходы в стойку, стараясь контролировать свое положение. Желательно это делать, еще раз напомню, перед зеркалом, чтобы вы могли осуществлять самоконтроль своего положения. Особое внимание обращайте на стопы, колени, положение центра тяжести и локтей на туловище. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Роко. Сичи. Хачи. Гю. Дзю. Постарайтесь выполнить это упражнение порядка 30 раз, каждый раз контролируя себя, особенно положение своих ног и центра тяжести. Потому что ноги здесь крайне важны. Двигаемся дальше. Следующее упражнение. Начнем работать с центром тяжести. Принимаем положение Кайсоку Чудан Камая. Ставим ручки на пояс. Фиксируем себя по высоте, не прыгаем в положении. То есть ножки как согнуты, в этом положении они остаются. Осуществляем перенос веса тела с одной ноги на другую. Обратите внимание. Когда мы стоим вертикально, наша ось, наш позвоночник расположен вертикально. В случае, когда мы начинаем переносить вес тела, спина и ось остаются прямой, но они находятся под наклоном. Под наклоном. Сюда, 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 сюда. Это очень важно. Не ломать структуру, а оставлять спину, свою ось, свой позвоночник прямым. Давайте сделаем это движение несколько раз вместе. Стоечку. Ручки на пояс. Приготовились вместе. Ич. Ни. Сан. Си. Следите за своими коленями, чтобы в процессе движения колено ни в коем случае не уходило в сторону. Колено должен быть направлен четко по носку. Го. Року. Сичи. Хачи. Кю. Дю. Почувствуйте баланс. Почувствуйте вес тела, как он переходит с одной ноги на другую. Должен перетекать плавно, не выводя вас из равновесия. Очень здорово, если вы будете заниматься вместе со своими детьми или родителями, даже несмотря на то, что они никогда ранее не занимались Сёринзе Кэмпом. Упражнения, которые мы изучаем, они достаточно простые, и мы постараемся с вами с самого начала пройти основу базовой техники. Предыдущее упражнение можно выполнить в паре. Встав напротив друг друга, Кайсоку Чудан Камая, ножки согнуты, мизинчики направлены вперед, коленочки согнуты, ручки на пояс. Коленочки согнуты. И мы играем в зеркало. Ты – мое отражение. Работаем с переносом веса тела. Друг друга контролируем взглядом, стараемся полностью повторить движение. Не теряем баланс. Раньше не начинаем движение. Четко следуем за ведущим. Впоследствии можно поменяться ведущими. Теперь ведущий ты, я повторяю твои движения. Достаточно. Следующее упражнение.
Дополним перенос веса тела вращением бедрами. Обратите внимание, здесь важно то, чтобы бедра и плечи двигались синхронно друг с другом. Когда вы ставите руки на пояс, представьте, что вы соединяете жестко плечи и бедра. Работаем на два счета. Счет ич мы перенесли вес тела, и счет ни осуществляем вращение, поворот. Из этого положения опять перенос веса тела ич, ни, вращение. Вспоминая нашу ось, мы с вами перенесли вес тела, наклонили ось, и теперь вокруг этой оси осуществляем вращение. Вот сюда. Таким образом, показателем правильности будет, если от макушки до пяточки вот здесь у вас будет прямая линия без изгибов. Без изгибов сюда, без изгибов к вертикали. Без провалов таза. Спина остается прямой. Она под наклоном, но она прямая. Раз, два. Раз, два. Второй важный момент в этом движении – это положение колена. При вращении оно так и стремится уйти наружу. Этого нельзя допускать. Это может травмировать впоследствии коленные суставы и повлиять отрицательно на всю оставшуюся технику. Перенос веса тела, поворот. Колено направлено по носку. В данном положении центр тяжести, проходящий через солнечное сплетение, колено и носок образуют одну ось. Пяточка второй ноги от пола не отрывается, она едва ее касается, основной вес на этой ноге. Ручки на поясе. Ич, ни. Ич, ни. Это упражнение также можно выполнять в паре. Стоим друг напротив друга, кайсоку чуранхамай. Точно так же работаем в зеркало. На два счета. Ич, перенесли вес тела. Ни, осуществили поворот. Взглядом контролируем друг друга. Ич, ни. Ич, ни. Ич, ни. Ич, ни. Можно улыбнуться и подмигнуть, подбодрить своего партнера. Для того, чтобы лучше прочувствовать вращение бедер, можно воспользоваться подручным средством. Любой палкой. В данном случае палка от шланга. Расположим ее на плечах. Положение кайсоку чуранхамая. И начинаем вращение. Постарайтесь сделать так, чтобы таз и плечи вращались синхронно, как я уже говорил ранее. И в крайних положениях, чтобы палочка вставала вдоль центральной линии. Вдоль центральной линии. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Впоследствии это же упражнение мы выполняем на один счет. Важность здесь в том, чтобы заканчивать вращение и перенос веса тела одновременно, чтобы все движения заканчивались в один момент. Не забывайте про дыхание. Работаем медленно, спокойно. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Року. Сичи. Хачи. Кю. Дзю. Не забывайте следить за положением коленей и носков. Данное движение является фундаментальным в технике Сёрин-зе Кэмпа. И добавив небольшие движения руками, мы получаем из него одну из первых техник защиты, уклон фуринюки. Итак, исходное положение кайсоку чуранхамай. Перенос веса тела, вращение бедер. Одна рука уходит чуть вверх, кулачок примерно напротив скулы находится. Вторая рука раскрывается и прикрывает низ живота. Локти не отрываются от ребер. Перенос веса тела в обратную сторону. Во всех единоборствах фигурирует под теми или иными названиями понятие центральной линии. Центральная линия противника, центральная линия собственной. И, в общем-то, все направления всегда очень важно к этому относятся, к защите центральной линии. Сёрин-зе Кэмпа не является исключением. И вот одно из средств защиты центральной линии является уклон, перенос веса тела с вращением, фуринюки. Сюда. Это очень здорово отрабатывать напротив какого-то ориентира. Например, напротив дверного косяка. Вы встали так, чтобы вы стояли четко напротив него и начинаете работать. Раз. Два.
Раз, два. То же самое можно выполнять перед зеркалом или в паре. Следующее упражнение. Оно потребует чуть больше места. Положение кайсоку чуканкамай. Ручки абсолютно расслабленно висят. Прям расслабьте их мысленно, чтобы они как веревки висели вдоль тела. Мы осуществляем все то же самое. Свободное вращение с переносом веса тела. Постарайтесь добиться того, чтобы руки начали летать вокруг вас. Не специально вы их мышцами двигали. Они, еще раз повторяю, расслабленно висят и следуют за телом. Абсолютно расслабленно, спокойно двигаться, выбрасывать их. Почувствуйте эту легкость и хлесткость. Вот такое упражнение. И далее мы с вами подошли вплотную к выполнению техники удара. Фурикацки. В Сёринзе Кэмпе техника атаки совмещена с техникой защиты. То есть атакуя, мы уходим с линии атаки, защищая себя. Один из ключевых принципов Сёринзе Кэмпе – сюсю кодзю. Сначала защита, потом атака. Поэтому перво-наперво мы должны защитить себя. Положение кейс-шикамая, кайсоку чутанкамая. Перенос веса тела, вращение бедер. И бедро, посылаемое импульсом от ноги, выбрасывает руку вперед. Мы осуществляем уклон, уходя с линии атаки. Точно так же, как во всех предыдущих упражнениях. При этом рука выходит на центральную линию и осуществляет удар. После этого она тут же возвращается назад. Раз, два. Вторая рука не убегает. Она как была локтем на ребре, также здесь и остается, чуть приподнимаясь, кулачок примерно напротив скулы. Перенос веса тела, вращение бедер. Важные моменты в этом движении, на что стоит обратить внимание. Первое – это дыхание. Все удары, все движения осуществляются на выдохе. Выдох должен быть не протяжным, а коротким, относительно резким, с напряжением живота. Второй момент. Все движения, как и в предыдущем упражнении, должны заканчиваться одновременно. Перенос веса тела, вращение бедер и движение руки должны заканчиваться одномоментно, в одну точку, в момент выпрямления руки, контакта ее с целью. После этого рука расслабленно, молниеносно возвращается обратно на ребра. Для того, чтобы контролировать возврат руки, представьте, что вы, когда стоите в стоечке, вы держите под мышкой книжки. И движение нужно сделать таким образом, чтобы эти книжки не успели упасть. Поймайте. Следующий важный момент, который мы постараемся прочувствовать в следующих упражнениях, на который нужно уже обратить внимание прямо сейчас, это то, что импульс движения рождается от ноги. Вот здесь, в пальчиках ног. Точно такое же движение, как будто вы хотите на старте стоите на забеге. Вам дают команду старт, вы толкаетесь ногой. Вот ровно то же самое проходит здесь. Импульс рождается вот здесь, толчок, и дальше он передается через систему суставов, выхлестывается в руке. Для того, чтобы этот импульс прошел, состояние вашего тела должно быть достаточно расслабленным, не напряженным. Будет правильнее так сказать, не напряженным. Любое напряжение, оно блокирует этот импульс, не дает ему пройти дальше. И вы вынуждены рождать что-то новое, уже используя мышечную силу плеч, рук и так далее, что не есть правильно. Следующее упражнение, которое поможет вам прочувствовать силу удара, его законченность и фокусировку, напоминает бейсбол. Можно взять любую палочку средней длины, ну вот у меня обрезок полипропиленовой трубы, это не принципиально. Все то же самое положение. Представьте, что вы играете в бейсбол, вам необходимо отбить мяч. Отбить мяч. Обратите внимание, что чисто естественно и инстинктивно вы будете делать это таким естественным движением, которое будет именно выхлестываться. Выхлестываться. Вы не будете его делать так. Раз, два. Или не включая бедра. Если вы захотите вложиться в это движение, будете делать его всем телом. Обрушивать туда всю мощь своего тела. Удар. Выхлестывая в конечной точке этой палки. Еще одно хорошее сравнение, такой зрительный образ для вашего восприятия и понимания. Вы представьте, что у вас кувалда, тяжелый молоток, и вам необходимо пробить проем в стене. Стена мощная,
нужно прикладывать много сил. Если будете просто стучать, будете стучать 100 лет. Поэтому необходимо туда вложиться, каждый раз вкладываться, осуществляя толчок от пальчиков и выхлестывая его туда в ударе молотком. Бам! Бам! Вот ровно то же самое происходит и в процессе производства удара. Всю массу тела мы вкладываем в удар. Туда. Ай. Еще одно упражнение для того, чтобы прочувствовать удар. Статическое. Будем выполнять у стены. Необходимо подойти к стене в положении колесо Чуранкама, дистанция примерно вытянутых рук. Ладошкой мы выставляем конечную фазу удара. Положение тела, ладошку, упираемся в стену. И в этом положении необходимо прочувствовать упор ладони и носка ноги. Как вы носочком упираетесь и давите в стену. Такими короткими спуртами. На несколько секунд зафиксироваться. Статическое упражнение, дыхание свободное. Напряжение. Здесь не идет речь о выработке максимальных усилий. Здесь вопрос именно прочувствовать движение, прочувствовать связь между ладонью или ударной поверхностью и опорой, откуда происходит вся сила удара, опорой. Еще один важный момент при отработке удара – это его точность. Нанесение ударов и правой и левой рукой должно осуществляться в одну точку, расположенную напротив, на уровне вашего подбородка по центральной линии. Если вы работаете с зеркалом, это очень легко контролировать. Здорово это работать вместе с партнером. Партнер стоит напротив вас, не забываем делать рейд. Партнер стоит напротив вас и складывает ладошки вот таким образом. Сложи. Вот сюда. Примерно на уровне вашего подбородка. Вы ставите кайсоку Чуранкама. При работе в паре, что хорошо, партнер может визуально контролировать правильность исполнения вашей техники и подсказать вам. На что здесь стоит обратить внимание? Во время выполнения техники ваша голова и туловище не должно находиться напротив ладони. Но удар должен осуществляться точно в ладошку. Задача здесь не разбить ему ладони, а отработать точность движения и правильность переноса веса тела собственного. В отсутствие партнера отработку удара для опознавания цели можно себе сделать при помощи подвеса различных предметов. Это можно использовать, например, пояс, завязав на нем узелок, подвесить на турнике, или как вот у меня в данном случае на гордине, не оторвав гордину, что очень важно. Либо это может быть листок бумаги, подвешенный на нитке, воздушный шарик, закрепленный снизу с гелем, который будет висеть напротив вас. Важно, чтобы это было визуализацией вашей цели, чтобы удары приходили точно в нее. Задача не сбить ее, а ориентироваться на нее. Также этот предмет может служить приспособлением для отработки уклона. Его можно качнуть. Периодически подравнивать, чтобы он качался точно по центральной линии. Я надеюсь, что ряд данных подготовительных упражнений поможет вам освоить и прочувствовать технику выполнения фуримуке и фурикацки, одного из базовых движений техники Сёринзю-кэн. В качестве упражнения общей физической подготовки сегодня предлагаю вашему вниманию комплекс статических упражнений, первый из которых планка. Вы можете воспользоваться своим телефоном, скачав самый простой таймер для ориентации во времени. Установлен таймер с интервалом в 30 секунд. Первое положение. Упор лежа. Во время статических упражнений важно не только сохранять свою позу, но и следить за своим дыханием, чтобы дыхание было ровное и спокойное.
особенно когда тяжело, старайтесь концентрироваться своими мыслями именно на дыхании. Дышать спокойно, медленно и глубоко. По сигналу меняем положение в упор на локтях. Ручки не соединяем, руки параллельны друг другу. Локти расположены под плечами. По сигналу поднимаем правую ногу. Держим ее 15 секунд. Меняем на левую. По сигналу ставим на правый бок. Вторая рука идет к голове. Если в этом положении следим, чтобы таз не висел, если данное положение дается легко, можно его усложнить подниманием ноги. По сигналу меняем сторону. Возвращаемся на локти. Упор лежа. И дополняем обратный упор лежа. Тянемся пупком к потолку. Закончили упражнение. Следующее упражнение – это удержание статического положения киба-дачи. Ножки примерно на 2 ширины плеч. Коленочки раскрываются, как открытая книга. Бедра опускаются до параллели полу. Время удержания давайте начнем с 1 минуты. Ставим на таймере 1 минуту и стоим. Думаем прекрасно. Сосредотачиваемся на своем дыхании. Плечики расслаблены. И дышим. Спина прямая, без наклона вперед. Следите за правильностью положения вашего тела. Очень хорошо будет, если на время выполнения статических упражнений вы пошире приоткроете окно, чтобы приток свежего воздуха вам позволял свободнее дышать. Еще одно упражнение на мышцы пресса. Положение сидя на полу, ножки вытянуты перед собой, руки за голову. Начальное время также поставим 1 минуту.
Ножки приподнимаем над полом, руки за голову, спина прямая. Сидим, думаем приятно. Можно представить себя на берегу моря, наслаждающегося прибоем, закатом, сгорающим под солнцем. Вот такой комплекс из 3 несложных упражнений, которые позволяют проработать практически большую часть мышц тела. При этом нагрузку в нем очень легко варьировать за счет продолжительности выполнения упражнений. Выбирайте ту продолжительность, которая подходит вашему уровню подготовки. На этом все. Всем спасибо.